Самая большая проблема – это понять, что же хочет другой, муж или жена, секс или кекс. Почему секс или кекс? Не потому что в рифму, потому что потребность в еде, секс, они относятся к витальным потребностям. Витальные, то есть жизнь, вита, да, витамины, то, без чего мы не можем. Но кроме витальных потребностей, потребностей тела, там, сексуальные, пищевые, потребность во сне, в отдыхе, у нас есть еще и социальные потребности, потребность в общении, потребность во внимании, потребность в душевных разговорах. Мы пытаемся и даем, и делаем, но не то, что нужно человеку. Давайте рассмотрим вот варианты, где косячит, скажем так, жена, где есть промахи мужа, потому что в своих роликах я всегда стараюсь рассказывать ситуацию с двух сторон, где жена ошибки делает, где муж, и мы находим какую-то золотую середину. Здравствуйте, с вами семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич. Когда мы вместе, мы всегда чем-то обмениваемся. Кто-то деньги зарабатывает, финансовая сторона, кто-то внимание уделяет. Но проблема в том, что очень часто люди друг другу дают и начинают обмениваться не то, что нужно другому, а то, что мне проще дать. То, что я считаю нужным другому, а другому это не надо. Приводим примеры конкретные. Значит, сразу где женщина, скажем так, промахнулась. Это семья, которую я знаю вот лично. Это наши знакомые, хорошие знакомые. Дочка замужем, 5 лет, муж дальнобойщик, детей у них нет. И он очень долго в рейсах, приезжает домой, когда он едет, он ей накануне сообщает, вот буду через 8 часов, через 4, через час, через полчаса. Для него важно, чтобы дома была еда, чтобы его ждали. А жена, она как-то вот одна живет, она уже разленилась готовить, у нее всегда сельдерей, салатики какие-то. Вот. Ее очень напрягает, когда вот нужно готовить. И она настолько отвыкла, что у них постоянно скандал на этой почве. Муж, когда подъезжает, он говорит: я хочу еды, а она ему секс. То есть ему нужно приехать, покушать, полежать, отдохнуть, поспать, и потом у него будет секс. У нее же, она ему сразу секс, но не покормив. И вот эта ситуация длилась не 1 год и не 2, вот все это время он приезжал и говорит: почему дома нету хлеба? Да, вот секс или кекс. Она ему секс, а ему нужен был кекс, хлеба. И вот однажды он приехал, сказал: все, я устал, мне надоело, собрался и ушел. И мама, и дочка у меня спрашивают, что вот скажи, у него есть другая, он бросил, он такой-сякой плохой. Он не бросил, он просил просто хлеба 5 лет. Это не 1 раз и не 2, а это было периодически, да? То есть секс или кекс. А жена говорила: нет, вот я хочу секса. Если он не хочет секса, значит у него кто-то есть. Он уже где-то удовлетворил свою потребность. Один вариант. Второй, значит, случай рассказываю. Семья, муж сильно злоупотребляет. Сильно они пришли на прием, значит, клинический разбор. И врач спрашивает у мужа, говорит: а что бы вы хотели? Что бы вы хотели? Он так обрадовался. Первый раз у человека, может, спросили, что бы он хотел от жены. Он говорит: знаете, мне секса не хватает. Жена на него так зырк. Секса ему не хватает. Да ты у меня обут, одет, в чистоте. Посмотри, какие наши дети. Я на собрания хожу. Да я такая образцово-показательная жена. Он говорит: и мне секса, доктор, не хватает. А она ему вот то, что в доме порядок, у нас всегда чисто, у нас супы, котлеты, ты всегда выутюженный, выглаженный. Ему, понимаешь, что секса ему не хватает. Он говорит: да, вот секса не хватает. Он говорит: ах ты там, скотина ты такая, я твою мать даже смотрю, я ее там без деревни перевезла, а ты такой-сякой. А он говорит, что ему важно. И, возможно, если бы секс был, то вот не было бы многих других проблем, в том числе и с алкоголем, или, по крайней мере, в такой вот терпимой форме, там были сильно много. Я к чему клоню? Что вот жена выбрала себе определенные обязанности по дому,
Она много делает, она реально как лошадь ишачья там. И дом, и дети, и мать больная, и муж алкоголик, она все делает. Но она не делает то, что вот важно. То есть она не выполняет свой супружеский долг, и все пошло в крив и в кость. То есть вот этот момент очень важный. И когда муж ей сказал, что вот мне секса не хватает, она его там прямо при всех начала грязью обливать и говорит, что вот ты такой-сякой не ценишь. А ему вот это все и не надо. В одной семье мужу нужен был вот кекс, другому нужен был секс. Но жены им давали другое, то есть не то, что нужно. Вот это где были недочеты жены. Значит, берем другую сторону, да, когда у мужа недочеты. По-разному записывается на консультацию. И иногда вот человек пишет, говорит, знаете, вот по деньгам не получается, давайте бартер. Я вам сделаю 1000 подписчиков, а вы мне консультацию. Мне не нужны подписчики. Человек говорит, ну давайте 2000, 3, 4, как на аукционе. Это тот случай, когда вот другой человек решает, что нужно жене, там, психологу, соседу, брату. И когда человек говорит, знаете, мне не надо подписчики или там дома, мне не надо ходить в магазин, мыть полы, давай ты лучше будешь делать что-то другое. Но человек решает, что вот он знает, что лучше. Я у него спрашиваю, говорю, знаете, вы, наверное, дома очень заботливы. Он говорит, да. Я делаю, и вот там список на 3 километра. Любая женщина позавидует. Жена такая. Он говорит, знаете, такая вот, говорит, даже спасибо не скажет. Я говорю, может, еще и поругает? Он говорит, да, иногда и ругает. Почему так? Потому что человек причиняет добро. Он делает то, что его не просит. И иногда кажется, что, ну, конечно, нужны. Вот на канале нужны подписчики. Помирили с женой, отписались от канала и забыли, как страшный сон. То есть этот канал не для подписчиков. Он для решения определенной задачи. Но иногда нам кажется, что вот мы знаем лучше, чем там другой человек. Мы знаем, какая работа нужна мужу или жене, какую пенку для бритья купить, да, какие цветы подарить, вот что сделать. Но почему-то мы стесняемся спросить у другого, да, что ему нужно. И опять вопрос. Проблема не в том, что сделать, что подарить. Берете, гуглите и выдает примерно там 150 вариантов. Из этих вариантов можно выбрать и что подарить, и что сделать, и какие слова сказать. И стихи, и проза, все, что хотите. Проблема в другом. Почему мне тяжело спросить у мужа или у жены, у детей, что они хотят? Почему так хочется сделать сюрприз и удивить, вместо того, чтобы вот обсудить, найти вот то, что нужно человеку? Поэтому, возвращаясь к вопросу секс или кекс, и секс нужен, и кекс нужен. Секс или кекс нужен каждому нормальному человеку. Нормальный – это 80% населения. Я не беру вот в эти 80% каких-то там крутых йогов, праноедов, которые воздухом питаются, или монахов, которые всю жизнь прожили целомудренными, или по каким-то причинам у человека не было секса, он, так скажем, и умер девственником или девственницей. Это исключительные случаи. Нормальному человеку, здоровому, физически и психически нужен и секс, и кекс, и душевное общение. Но очень важно обсуждать, вот сейчас ты что хочешь? Покушать, секса или поговорить? И когда нам легко, естественно спросить, что хочет человек, и мы не обижаемся, когда мы пришли с букетом цветов, а она как-то так обиделась. Это говорит о том, что вот мы подарили человеку то, что не нужно. Он не ждал, не хотел. И те же цветы, они могут быть в радость, а могут восприниматься как такой навязанный подарок, за который человек что-то ожидает. И тогда вот такие подарки, которые предполагают потом ответную реакцию, как-то подарок за дарок, да, что мы должны что-то еще отдарить, что-то сделать, мы тогда такие подарки не принимаем. Любые интересующие вопросы спрашивайте в комментариях.